ведущий нашего дымного шоу инспектор Шут. И это то, с кого все началось. А сейчас у нас первая пара бойцов здесь. И сейчас уже Стас показывает свои предпочтения, свои умения. А у нас он представляет магазин Black Market из Паттайи. Это его второе появление в ринге витбоксинг. После поражения на первом турнире он решил вернуться за реваншем. Представитель школы классического бокса с неизменным желанием победить. В Паттайи его знают как черного плаща. Только свистни он появится, и все злое настроение будет повержено на повал. Ну и также с ним вместе сейчас здесь в коптерке нашей, так назовем ее Лев, 27 лет, выходит от имени Терпа Сомельер Фэмили, также входит во второй раз на витбоксинг. Первый бой проиграл и настроен взять победу. Сегодня база ММА, уличное влияние Бангкока. Он пришел за победой сегодня. Четвертый уже чемпионатшип по витбоксингу. Да, это первый в мире бокс, где бойцы выходят на ринг в дымной атмосфере, настоящем вайбе свободы, индики и сативы. Ну что, сегодня у нас 8 поединков, и бойцы приехали из разных стран, чтобы показать вам не просто бокс, а настоящее шоу, которое с каждым разом превосходит свою планку, и с каждым эвентом все лучше и лучше. Ну что, у нас сегодня также не получилось бы абсолютно ничего без наших спонсоров. И, конечно, давайте каждого я вам скажу, поблагодарю. И главный спонсор этого турнира Black Market из Паттайи с нами с самого начала. Огромный респект, парни. Наш мощный партнер по свету, звуку и музыке. Уёбки Продакшн. Все светит и звучит на уровне благодаря вам, уёбки. С первого турнира с нами Терп Сомельер Фэмили из Пхукета. Спасибо за постоянную веру и участие. Friendly Farm — это уже третий турнир подряд. Они с нами в пуле спонсоров. Постоянная поддержка и вклад в движ. Пав Плаза с нами уже второй раз, даже вне сезона. Отдельный респект. Новые партнеры Гриндом и Чилиум. Добро пожаловать в Витбокс Фэмили, в нашу семью. Рэперы Женек Тайский сегодня будет их судить. Бойцы в середину. Готов? По команде судьи боксируют. А затылку идем, после идем. Поехали, ринг у нас, мы видим, не большой, тут уже особо не побегаешь, не повелосипедишь, здесь, разведка, и пока она от Стаса, видим, да, 75 килограмм, напомню, участники здесь на двоих 150 весу, поэтому здесь должно быть интересно. Вот уже хорошо, прямой туда зашел вместе с боковым до этого. О, Веркел, хорошо пошел, Лев, отличная размахаечка пошла, вот это мы любим. Здесь по-другому никак, отвечает Стас, хорошо, здесь уже прямыми уклоняется неплохо, закрылся, но и пытается Лев корпус пробить, и уже там правой до печени пытался дотянуться, хотя это не получилось. Стас пока держит оборону, но еще один прямой, хорошо. Здесь работает, на дистанции пытается держать, но нет, Лев все-таки ищет свою дистанцию, чтобы ворваться, и отвечает ему тем же Стас. Хорошо, здесь идет бой достаточно хорошо. Мы видим, да, что обут у нас Стас, разок у нас Лев. И я думаю, что обоим бойцам комфортно. Вот здесь хорошо зарубились, отличный размен. На самом деле его хочется наблюдать. Еще раз прямой, но здесь прошло и пошел оверхенд. Еще разок. На прямом пытался встретить, но Стас проходит. И Лев еще раз снизу подпихнул, подбодрил немножко подбородок. Но не ой-ой-ой, хорошо. Еще раз здесь отвечает один и другой. И да, вот он, Стас пошел, вошел во вкус, нашел свою дистанцию и начинает потихоньку забивать. И вот здесь уже немного подустал Лев, кажется, и да, начинает в углу уже прессовать хорошо. Стас здесь хочет победы, но и Лев не будет сдаваться. Здесь и Лев пока что на ногах и готов здесь немного потанцевать, видим, да, здесь уже руки опустил и на опыте. Отличный размен, хороший, вот здесь, Стас выигрывает этот размен, мы видим, да. Нокдаун отчитывает рефери, что ж у нас и не без этого, поэтому ждем, смотрим продолжение. И еще раз Стас здесь видим, что вторым все-таки отвечает, Лев начинает, но все-таки силы немного Льва покидают. Опять же, это на первый взгляд конец.
делаем. Да, все, объявление второго раунда. Мы готовы заезжать во второй отрезок этого боя. Поехали. Здесь спокойно, пока на дистанции не успел еще у нас покинуть ринг. И уже начали парни, но здесь уже мужская солидарность остановила. И все, поехали. Стас сразу уже заходит во второй раунд. Спокойно. Ой, хорошо пролетает. Ну и здесь отлично сбоку подбодрить. Пытается отстреляться. Лев пытается также сбоку. Еще один овер закидывает, проваливается туда. Прям совсем под Стаса уже провалился. Надо здесь быть внимательнее. Но видим, да, чуть-чуть сил не хватает, видимо. Такой старт очень бодрый был, и Лев немножко задышал побольше, чем Стас. Опять же, это мое такое личное мнение, все может быть по-другому. Об этом мы уже потом спросим у бойцов, а здесь пока у нас видно хороший размен, отлично. Ну и вот здесь предпочтительно сбоку пытается что-то придумать, и я думаю, здесь в долгу не остается Стас сдать. Ну, все на все отвечают, и здесь еще один нокдаун. Здесь уже еще один раунд за Стасом, ну, по всей видимости, если, конечно, не пропустит какой-нибудь лаки панч от Льва, но здесь тяжело, еще раз видим, дышит немного Лев, и удары тоже даются с трудом, но характер это радует. А основное, то, что должно быть у бойца, это закаленный характер. Вот здесь посмотрите, как стоит Лев, и просто накидывает ему Стас. Хороший плюх, отлично, здорово. Лев еще один нокдаун отчитывает, но здесь все, здесь останавливается. И это конец первого боя, где Стас забирает эту победу. Да, он за этим и пришел сюда сегодня, сейчас. Это представители Black Market. Ну что, хороший бой, действительно хороший. Начало отдались полностью. Я еще раз напомню, что Лев был после долгого простоя, была подготовка, но сегодня не получается забрать этот бой, хотя еще раз мы видим настроены продолжить дальше, но уже в принципе никаких споров вести не нужно. В синем углу Алекс Макор из России представляет магазин Hazer Mates. У него за плечами поражение на прошлом турнире от Narcotic Athletics. Алекс боец Муай-Тай. Это его второй бой в витбоксинге. Алекс пыхтит как паровоз, бьется под флагом зала Леон ММА Пхукет, вес 70 килограмм. Ну и также его оппонент, его соперник в этом бою в красном углу Риза, боец из Турции, наш постоянный участник. Это будет его уже третий бой на витбоксинге. Большой респект. Вес 65 килограмм, база, школа бокса, специализация, кулачные бои. Ну что, еще один бонг. Здесь Алекс Макор просто не может себя остановить в этом удовольствии. Надо еще, говорит, дам фору бойцу в связи с этим, но я не думаю, что Риза останется в долгу. Мы ждем, все, Алекс Макор уже готов, все понятно по всем фронтам, и выскочить на ринг, и коптерки хорошо в наше время провел. Здесь мы видим уже face-to-face, и поехали, все на уважение. Михаил с большим удовольствием объявляет то, что этот бой уже готов начаться. Same foot, same street. Sun don't rise in the west and there's no rescue out of Babylon scene. More time you gotta move like a pagan, a righteous bar is extortionate. Fam was good for the crusade, good for the alligator. You got one to your own campaign, no good for the news, different way for the propaganda. I'll never move like sheep on the farm when I leader. You know I ignore policy, so the boy them always gonna try to shoot. But I saw the things that my dog when you're born and raised in the ghetto, the streets will turn you into a Ну что, поехали. Ну и вот здесь уже
начинают размен. Отлично, в клинч сразу залезает Риза. Ну а мы видим, еще раз разнимает рефери и готовы. Да, дает бой Алекс. Хорошо работает здесь первым номером, абсолютно не стесняется. Ну и Риза здесь уже идет в клинч. Посмотрим, что будет. Так, Ой, хорошо, через руку пытается прямо туда донести свою информацию. Здесь Алекс прям хорошо с места рубится. Действительно отлично. Риза понял, что это будет серьезная заруба. Вот сейчас попытался на тайминге, так скажем, подхватить немного Риза, и нет, не получается. Сейчас здесь снова завязывает уже его Макор, Алекс, и вот мы видим, все равно Риза пытается, но на дистанции все-таки на короткой не может. Здесь на средней, прошу прощения, здесь сразу же пытается в клинч заклинчевать, как-то избежать все-таки этот шквал ударов, который все-таки насыпает Алекс. Еще раз смотрим, пошел, хорошо, все видит, глаза его открыты, просто как у Терминатора, который стреляет с машингана. Отлично, это нам нравится. Еще раз, Ризе приходится только уклоняться, заходить в клинч, как-то сохраняться здесь, а вот Алекс себя чувствует довольно по-хозяйски в ринге, да, неплохо. Еще раз, ну здесь все в защиту. Вот сейчас боковой попытался через руки пробить Алексу. Да, неплохой отрезок от Ризы сейчас однозначно был, но и также отвечает в конце. И здесь начинает также двоечки, вот так все, как тренер обучал. Отлично, снова Риза в клинче, но я напомню, что Алекс у нас представитель тайского бокса, муай-тай. Здесь, конечно, клинч — это его стихия. Хороший размен, пытается вот здесь предложить удар Риза. Хорошо попытался сейчас перехватить инициативу, не дает Алекс это сделать. И еще один размен с прямого заходит, еще раз апперкот, но это просто обманка была от Ризы. А вот здесь хорошо развернулся боец и остановил, да. Got a body in the trunk, in the blunt, full of herb. Got a sawed dog pump, make it bump, then you burn. Gotta learn you a lesson. I'ma be the one that teach your son down. I ain't sleeping, bitch, I'm camouflage, creeping through the dark night. Splinter cell, give 'em hell. Got the Glock, it's a slut. Round 2, fight! Поехали, размен отличный. Здесь снова на короткой дистанции просто устроили руку, но не хочет Риза вот здесь поддаваться той навязанной игре Алекса. Но он действительно навязывает этот бой. Опять же, я могу быть предвзятым. Все-таки мы это смотрим со стороны, и на пересмотре, конечно, будет больше видно моментов. Ой-ой-ой, попадает. Я не пойму, куда залетает. Непонятно. Вот здесь печень. Или все-таки в пах? Я не пойму, за пах держится, да, попадание в пах, прошу прощения, оговариваюсь. На восстановление в пах попали. Очень неприятно Алексу сейчас, и мне даже здесь стало неприятно, я думаю, и вам, и Чины. Очень неприятный удар от Ризы, но не в печень, а все-таки в пах, и даст время, мне кажется, судья на восстановление. Мы продолжим бой. Я надеюсь, что все-таки Алекс сможет подняться и продолжить этот бой, что не очень, конечно, для него приятно. Да, но время на восстановление есть. Ждем. Еще раз желаю здоровья бойцам, главное, без травм, без сильных повреждений и без неспортивного поведения. Пока очень сильно получил, конечно, здесь какой-то бильярд все-таки случился, и пока пытаются восстановить Алекса. Секундант здесь на месте, но... И это третья пара, третий бой сейчас у нас здесь и сейчас наполняет легкие смоком, густым дымом. У нас сейчас видим в углу ринга Росток Борский, тоже из России, вес 70 килограмм, представляет High Garden Shop. Парни приехали сегодня с Самуи, чтобы устроить настоящую зарубу. Это первый бой Ростка в витбоксинге. До этого он был у нас ведущим, но теперь сам выходит на ринг жесткий куряга и не менее жесткий боксер. А мы переходим к
Руслану. Этот боец курит траву от Black Market красным. В углу Руслан из России, а.к.а. Брокер Брейкер, вес 70 килограмм, база бокс. Руслан курит сильно, бьет больно, представляет Гриндом. Нам площадку предоставляет Кайф, понимаете, да? И я вам немного расскажу. Кайф — это спортивный комплекс, который находится на Коту, на Пхукете. Здесь есть все, здесь есть баня, здесь есть бассейн, здесь есть хорошее настроение, здесь проводится куча ивентов, вкусная кухня, массаж. В общем, все, что нужно, у нас есть в Кайфе, друзья. Ну и, конечно, самые кайфовые бои сегодня на витбоксинге. Приветствуем здесь в кадре у нас организатора Михаил Дич. Лучшие наколки у Дича Наколкина, поэтому здесь тоже не забывайте написать хороший комментарий. Это третий бой и третья пара бойцов. Так что здесь уже покурили, здесь приготовились. Но видим, да, на уважении все до ринга и в ринге. Только спортивное уважение и только хардкор, только мощный бой. Ждем, друзья. Вот они здесь. Я напомню, Ростов Борский против Руслана, а.к.а. Брокер Брейкер. Готовы, вот он идет. Здесь поставить на стоп, уронить, сделать брейк. Это делает обычно Руслан, судя по его прозвищу. Ну и Ростов Борский тоже неплох. Здесь, да, она благоприятная. Здесь много дыма, много веселых, хороших лиц. Нету никакой, скажем, паники, да, никаких печальных выражений, высказываний в сторону ринга и тому подобные вещи, которые встречаются часто, нету. Ростов Руслан здесь уже готов. Рефери Ring Girl также объявляет первый раунд. Раунд первый. Готов? Готов? Файт! Старт! Бой начинается, ну и Руслан заходит сразу по этажам, ну и здесь прямой еще один пытается зайти, да, тут почта пытается быть доставленной, ну и хочет отвечать Росток. И неплохо здесь тоже собран, но мне кажется, это будет такой довольно опасный бой. Еще раз пытается подловить Росток, хорошо, там и справа, да, и вот здесь еще раз закидывает, отлично, да, неплохо. Росток здесь готов, при этом вторым номером работает. Руслан все-таки инициативу на ринге берет и середину занимает, но отвечает. Смотрите, еще один прямой джеб, хорошо, джеб, но здесь теряет дистанцию Росток, близко подходит Брокер Брейкер, и да, вот здесь еще раз по этажам пытался пройти, но отвечает. Смотрите, как хорошо Росток отвечает действительно на любые нападки, держит хороший блок, здесь по этажам снова нахлестывает, отлично. Руслан зашел в группу, в углу держит своего оппонента, ну и, конечно, это забирает много сил, не все, тем более, удары попали по цели, хорошая защита у Роска, давайте, да, вот мы видим, снимает этот удар, но Руслан продолжает здесь заходить в своего соперника, но здесь промахивается, уклоняется Руслан от прямого, вот здесь еще раз пытался в печень, мне кажется, даже просадить на отходе Росток, и вот еще раз снизу поднимать пытается, апперкот, да, опасно, но и здесь, ой, хорошо, этажи меняет, но здесь по корпусу попадает Руслан однозначно, хотя здесь, опять же, делает и вид, да и видно, что не особо пока тревожат эти удары бойца из синего угла ринга, но Руслан пытается дальше продолжить заходить, свою игру навязывать, и вроде как это получается, но немного силы сейчас растратил в этом раунде Руслан, видно, да, но продолжает двигаться вперед, занимать центр ринга, быть, в общем-то, первым номером. Я напомню, Росток тоже отлично отвечает. О, хорошо. Здесь конец раунда и все-таки заходит, да, мне кажется, Дрехенда с бокового здесь даже, я бы так сказал. Baby, welcome to the party. I got the extra shrooms, the acid. Yes, you can see I'm a savage. Don't try this at home, I'm a savage. Baby, welcome to the party. She pulled up in the Benz, she came with a friend. I told her meet my nigga Bari. I'm a villain, I'm feeling like Carti. Yeah, you see the fit, I'm a dilate. I beat it, I bust and I dip. I told her. Раунд 2, друзья. Готов? Да. Файт! Ну вот еще раз размен здесь на центре ринга. Уже у нас боец в синем в углу. Что, Ростов хорошо пока обороняется, но и при этом Руслан идет в размен, и в принципе этого размена ждет от своего оппонента. Ну опять же, вот они пошли по этажам от Руслана. Мы хорошо раскидываются и
непонятно. Здесь тоже, опять же, пах попадает, да? Не первая у нас ситуация. Кажется, для бойцов самое время надевать ракушку. 2 минуты восстановления, пах попал. Попрыгай на пятках. Ставь сюда руки, поставь. 2 минуты восстановления бойцов. Бойцы, на середину. Так, быстро оклемался синий угол. Продолжаем. Еще раз. Восстановился у нас боец, готов продолжать. И вот здесь размен на центре ринга. Отлично. Пока с прямых пытается зайти. Вот здесь боковой. И еще раз. О, хороший прямой доходит до Руслана. Ну и Руслан мгновение ока сразу же отвечает хорошо вот здесь на размене. И мне кажется, размен удачный для Руслана. Здесь сейчас пропускает уже под конец. Вот это удар. Еще раз Руслан настигает, ну танком прет, хорош Руслан, и при этом Росток тоже вторым номером держится очень хорошо, и видно, что у него силы есть, и я думаю, что он их копит и концентрирует на последний раунд. Опять же, это мое предвзятое мнение. Вот Руслан еще раз по корпусу пробивает, хорошо, прям натренировал корпус Ростка, ну и продолжает агрессировать, все по корпусу, все, чтобы измотать соперника. Ну и вот здесь Руслан получает этот удар, не сильный вскользь, ничего страшного здесь не происходит, но надо набирать очки Ростку, надо идти вперед обязательно. Здесь пока что все-таки лидирует у нас Руслан, опять же, да, по активности, по тому, как сейчас устраивает такой забив неплохой, прям много в защите, надо сказать, что прям Росток он пропускает, все, нет, там буквально 10% его заходит, и не самых мощных ударов, но очень изматывающих от Руслана, при этом он работает. Готов? Готов? Продолжается работа в ринге. Вот и здесь такое ощущение, да, что готов номер заскакивает, да, ну слушайте, и вот здесь Росток уже хорошо накидывает, да, пару хороших прошло, но недостаточно для того, чтобы остановить Руслана. Здесь этого абсолютно недостаточно. Еще раз размениваются, да, вот здесь обоюдный размен, он хорошо уклонился, дошел до соперника, ну, видно, чего хочет добиться, и корпус, и апперкот поднял, отличная работа, даже Росток. Также. И еще момент, ну, здесь, ну, видно пока вынутились, но он старается работать в той же паре, который начинал, Росток здесь тоже поактивнее накидывает удары, и от этого никуда не деться. Вот здесь тоже так черканул, и еще раз справа. И вот здесь уклон от Руслана пошел. Опять удар. Заметьте, как Руслан работает все-таки не одиночными, да, то есть старается заходить и сразу свою серию продолжать. Вот здесь подбородок неплохо поправил, здесь еще немножко подсал Кузяку. Ну как мы любим, но это, конечно, здесь должно быть. И вот здесь заруба видно, да, сил нет, а характер какой, характер у парней просто мощный. Действительно трудозатратный. Я еще раз напомню, что все-таки это все после мощного face-to-face, так скажем, дымного стердаунда. И еще один наход от Руслана, как в породе у нас Росток. Отвечает хорошо. Левый старается. Подбородок, мне кажется, поймал немного, но Руслан сразу же заходит в рубку. Смотрите, не дает работать на той дистанции, на которой, по всей видимости, Росток хочет поработать, но здесь все. Здесь конец раунда. Здесь пока. Straight at the truck to the plate. Who say they ain't having their way? Might have a little more on they plate. We having our way in 3 ways. Over your scope on the train. We having our way. Having my way in the city. Get put out your bridges, you talking the truth. Go put on my cleats so I'm walking they slip. Having my way in this shit like a business. Put up the bitch, now I feel like I wreck it. She had it her way, now she out of a business.
Hey, fuck how you take it, we straight from the pagan. I caught me some cases and beat it in rain. Seen they was taking no communication, no invitation, cut off circulation. Blew it a rebel, got it, this the matrix. Crosses all on my body. Поехали, помечали. Рокер Брейкер побеждает в этом бою сегодня. Вот она у нас чистая победа сегодня решением судей. Первый бой, который заканчивается этим. И это третья пара бойцов. Впереди у нас еще немало пар. Но здесь молодцы. Еще раз Ростов и Руслан. Поздравляем! Спасибо за бой, парни! Дайте шума! Четвертая пара, это очень интересная пара на сегодня. Ну что, Наркотик Атлетикс, фаворит винбоксинга. Это его четвертый бой. И до сих пор без поражений. Из России вес 70 килограмм, база тэквондо и кратон. Против него Амир из России приехал самую. Ему 25 лет, вес 70 кг. База бокс и муай-тай. Эти парни могут поднять настроение и попыхтеть душевно. Будет зрелище. Друзья, ну что, Амир здесь уже сожег этот склип, уже готов. И Наркотик Атлетик, где наш чемпион, он здесь. И вот Коля здесь готов, заряжен, но на своем стиле, на своем вайбе, как надо. Мы хотим, чтобы здесь друг друга наколбасили. А как иначе? Я лишь представляю голос зрителя. И никак иначе. Зритель хочет мяса, хочет хлеба, хочет зрелища. Я напомню, скоро у нас тоже готово к этому всему, никаких проблем. Парни заряжены, опасно. Поехали, первый раунд, и я думаю, здесь пытается какая-то разведка быть. Ой-ой-ой, подскользнулся. Амир здесь не было нокдауна, но я уверен, Наркотик Атлетик сейчас устроит руку, пойдет вперед, разведка ненадолго. О, Амир хорошо отвечает здесь, неплохо. Хотя, подождите, здесь и разведка от Наркотик Атлетика тоже есть. Так, хорошо, на передке. Ой, отлично, на прямых, двоечка туда, следом от Наркотик Атлетик. Но пока все в блоку сейчас проходит, немного левая, но все-таки все под правую заряжено, да. О, хорошо, просто какой-то такой кросс пошел, поехал, пропускает сейчас Амир. Есть такое в печень, немного потревожил наркотика. Это бывает после употребления, конечно, Наркотик Атлетикс это знает. И сейчас пока по верхнему этажу, ну, я вижу такая небольшая все-таки разведка, пытается войти во вкус Наркотик Атлетикс. Амир работает тоже максимально хорошо, без вопросов. Пока что у меня, я могу сказать, что Наркотик Атлетикс я видел бои, а вот Амира не видел. Но я здесь не предвзят абсолютно, я просто хочу, чтобы вы это тоже знали. Почему я знаю там о стиле одного больше, чем о другом стиле. Ну что же, пока размен здесь на прямых, еще раз боковые, пошло все, прямой хорошо, почта дошла до Наркотик Атлетик. Еще раз, ну здесь обоюдно не попали, пытается зайти Амир, мне кажется, да, с уклоном, но не подпускает Наркотик Атлетик. Посмотрите, рубится. Ой, хорошо проваливает сейчас Наркотик Атлетик своего оппонента и продолжает его бить прямо, бить сбоку, бить по-всякому, да, но пока защищается Амир и отвечает хорошо. Очень хорошо, заметьте, Амир все-таки из-под защиты отвечает. Здесь вот уклоном пытался в корпус зайти, и у нас перерыв. У нас первый раунд завершен.
друзья, поехали. Ну что, у нас с вами, я напомню, Амир у нас представитель бокса и муай-тай, а вот наркотик атлетикс в бокс не так давно зашел. Он представитель тэквондо и стиля тайского кратома. Хорошо, Амир заходит, но и здесь пошел. Также наркотик атлетикс на него, видим, забить пытается, но здесь из-под защиты, вот надо поднимать, проходит, двоечка, туда, хорошо, роняет наркотик атлетикс еще, но отбивается, посмотрите, не успеваю просто сказать, хорош, как и Амир в этой ситуации, да, он пропускает, да, здесь пытается блокировать, но и отвечает, сразу же отвечает, когда только это требуется, но здесь непростой соперник, наркотик атлетикс пошел вперед, аккуратнее, чуть справа сейчас, а и получил все-таки, да, ой, еще одна, но не сильно, вскользь, не видим опасения от наркотик атлетикс, пока не видим, но все-таки Амир делает так, чтобы осторожничал. Такой момент, хорошо разменялись, попали, мне кажется, оба. Вот это встречный курс, и такое мы любим, друзья. Кто этого не любит, может выйти за дверь, друзья. Здесь размен, здесь парни выкладывают на 100%. Еще двоечка, хорошо. Еще посылка лично курьером доставлена в руки Амира. Ну и продолжает эту курьерскую работу наркотик атлетик. Какая-то просто Яндекс доставка началась. Ну что, нет? Амир пытается ответить, и надо, ой-ой-ой, вот здесь уже читает, здесь уже влево уходит, чтобы и снизу нанести удар, но мне кажется, этот момент уже прочувствовал наркотик атлетикс, и уже Амиру надо рубиться, ой, пропускает, видим, немного завис, но кровожаден, наркотик атлетикс, он выходит убивать, уничтожать своих соперников в ринг, иначе никак, ну и Амир. Надо здесь, надо. Я считаю, что может. Посмотрите. Есть у него заход боковой. Хорошо, увернулся, подошел, зашел справа здесь. Туда же. Ой, хорошо пошла жара, ребята. Руки вверх и стволы на стол. Вот это да, отлично. Раунд закончился, друзья. Мы бы хотели, чтобы он продолжался и продолжался. Давайте. On your brains, DND without a trace. Just in case you was wondering, did I let him live? He's at home with his wife, but he better watch his kids. Will it blow niggas' brains out into outer space? Kill 'em. Раунд 3. Давайте посмотрим, у нас финальный раунд, и здесь уже, конечно, никаких шуток, здесь готов, хорошо встречает, провалит, ой-ой-ой, снизу, ну вот здесь отлично, заметьте, Амир заходит, да, он с уклона начинает атаку, но это пока не помогает, наркотик атлетикс его держит на расстоянии, и работает на прямых джебами, хорошо, здесь еще один заходит, Амиру, заходит, ну пока по размеру, пока он его держит, нормально, сейчас клинч, но клинч, здесь надо быть аккуратнее, Амиру уж как-то уверенно заходит в клинч, но не клинчует, и тут, конечно, уже раз до этого пропускал, и надо быть тоже к этому моменту готовым. Но сейчас пока, опять же, набирает очки наркотик атлетик, здесь вот еще раз слева, хорошо, все-таки дошла, еще одна почта туда, прям звонок, с ноги дверь пытается выбить, занести эту посылку, наркотик атлетик, хорошо провел этот раунд, и Амир здесь пока что отбивается. И опять же, я жду от Амира, я жду от него взрыва. Здесь у нас уже все под конец заходит, но навязывает эту работу наркотик атлетикс. Я здесь понимаю Амира, здесь тяжеловато. Здесь, еще раз напомню, просто стиль вперед, стиль газ паласы. Но замечу, все-таки я, конечно, много об этом сказал. Наркотик атлетикс в этом бою, нежели чем в прошлом. С Макором как раз он дрался на прошлом эвенте. И там он, конечно, он прям в размен заходил. Вообще ничего не давал делать. И вот сейчас, вот, примерно так, да, как заканчивает сейчас наркотик атлетикс. Провел там, по-моему, весь бой свой. Но, еще раз, сейчас уже такой опыт, знаете, боксерский как-то проявляется в нем. И вот это чувствует Амир. Да, здесь Амир выживает пока что, но при этом отвечает оверхенд. Отлично, еще туда же расчет на лаки панч. Я говорю, без этого тоже может не обойтись, но...
да, это 4-я пара. Вот у нас здесь стелит флекса отличного наркотик Атлетикс. Это не разминка, это поднятие настроения, это дикий флекс от этого парня. Замечательное шоу, хорошо и уважение здесь к Амиру, от Амира. Ну, молодцы парни, еще раз хвалить могу долго, плохого ничего не скажешь здесь. И, я думаю, и те, кто смотрит, со мной согласны. Ну а мы продолжаем. И наркотик Атлетикс побеждает в этом бою. И он сохраняет беспроигрышность на всех ивентах, на всех чемпионатах битбоксинга. Это становится уже какой-то легендой. Это топ по промоушена. Здесь уже доказывает наркотик Атлетикс. Я представлю вам нашу 5-ю пару, профессионалы ринга. Виктор Пути, Англия, профессиональный боксер с рекордом 2-5, выступал на Bare Knuckle. Вау, вес 66, возраст 42, прилетел с Бангана сюда к нам на Пхукет, чтобы хорошо садиться, мощно, как надо, стильно и молодежно, несмотря на свой возраст. И также у нас противник Иван Паршиков, Россия, 69 килограмм. Это его первый бой на битбоксинге, но за плечами большой опыт выступлений в известных промоушенах. Еще раз встречаем Иван Паршиков. Серьезный замес в ринге от профессионалов. Face to face. Ну и продолжим. Приятно посмотреть. Ну и напомню, это профессионалы ринга. Сейчас скучно не будет. По правилам бокса Виктор Пути и Иван Паршиков. Здесь синий, красный угол. Будем смотреть, будем наблюдать. Ну спокоен Виктор. Здесь опыт, конечно, здесь 42 года. И против Ивана, но это будет качественно, это будет мощно, стильно, модно, молодежно. Конечно, как мы это любим. Готовятся бойцы, секунданты, все заряжены, как мы тоже здесь вместе с нами, все процедуры проведены. Я напомню, что несмотря на элемент шоу нашего ивента, наших мероприятий, да, это накуренный бокс, но это бокс, это ключевое слово, и здесь поблажек не дают друг другу. Бойцы по углам. Раунд 2. Боксеры Виктор Пути и Иван Паршиков здесь тоже не новичок, далеко не новичок. И мы видим не только боксе, но и ММА уже выдают его прошлое, его настоящее, его стиль. Но здесь все по боксу. Посмотрим. Виктор Пути пока вторым номером, пока на седает молодости, прям Паршиков видно, Виктор Пути. А в защиту глубокую хотел уйти, но здесь его будет неплохо, будет джебами сейчас. Боец синего угла ринга. И еще раз Иван Паршиков, я вам напомню, и Виктор Пути вынужден пока что обороняться. Мы это наблюдаем. Да, есть ответный, хорошо сейчас пытался отработать, но все мимо пока от Виктора Пути. Ой-ой-ой, здесь хорошо, казалось бы, снизу Виктор зашел, но Иван отвечает ему сразу так же снизу. Хорошо, опыт здесь, корпус, как мы любим, отлично туда же заходит. И посылочка еще одна доставлена, ну, еще размен пошел. Иван попадает преимущественно довольно хорошо и чувствительно для Виктора, но у нас, напомню, 3 раунда будет. И пока первый раунд, мы смотрим, здесь Виктор пытается сейчас занять центр ринга, и пока Иван отвечает в корпус, до печени не дотягивается, правой рукой прорабатывает. Ну и вот здесь правой с дальней, да, ну вот уже с дальней туда же в область печени попытался Иван это сделать, и Виктор здесь сразу же по первому этажу пытается нахлестать ненадолго отвечает ему Иван. Что могу вам сказать? Отлично, бой пока что ведет Иван Паршиков. Здесь Россия против Англии, прям на наших глазах в прямом эфире. Еще раз наблюдать размен, но здесь все хорошо и по корпусу, здесь еще и чердак прилетает тоже, немного перелетных птиц, назовем это так, ну и дальше продолжает, пока Google мастится. И Виктор, и пока инициатива за Иваном. Да, первый раунд у нас подошел к завершению, к концу, и ждем второго раунда. Look, I'm taking
I give him 20 if he cash him. 4-4, hope I'm blasting. Hit him out, then I'm dashing. I'm popping, I'm flashing. The bitches like me cause I'm catching. Bad bitch, sassy. She got that fire like a dragon. Поехали. Готовы Виктор, готов Иван и... Ну что же, опыт или возраст, здесь вот что мы наблюдаем. И вот здесь пытается сейчас на дистанции держать Иван, но Виктор тоже так непрост правой рукой работает. Заметьте, левша у нас Виктор, вот с дальней бы почаще, конечно, ему отвечать, но пока пытается отмахиваться, но Иван четко идет на ногах, хорошо подходит, здесь почтальон, здесь еще один, ну так вот еще снизу добавил с дальней руки, ну, сами понимаете, с дальней руки больнее. Опасный момент сейчас еще раз дальше продолжает настигать легкими ударами, но поверьте, это только с виду легкие. Хорошо, сейчас еще раз справа накинул сбоку, тоже говорю вам, это все не просто для Виктора, но вот здесь хорошо, на джебе подержал, поработал, немного воткнул, и вот сейчас уже Иван втыкается своими ударами. Да, посмотрим, обманочка. Хороший размен. И здесь за Иваном остается Паршиковым. Но еще раз в корпус. Опасно. Очень сейчас опасно для Виктора было. Тут, конечно, мог расшевелить ливер. А пока дальше продолжает работать технично, четко. Бой за Иваном пока что, судя и по его уверенности, и пока по очкам, которые он набирает здесь. И пока мощных каких-то дезориентирующих ударов не видно, но это не предел боя, это второй раунд, напомню. Вот тут хорошо! Чего мы и ждали, это было издалека видно. Виктор сейчас получает печень от Ивана, доставку на дом, здесь распаковывает его печень, там находится в этой коробке. Да, Иван красавчик, здесь вопросов нету, сможет сейчас оклематься за эти 10 секунд, готов ли продолжать. Готов Виктор, мужчина, мужик, поехал дальше рубиться, ну и снова Иван его туда в печень находит и... Ой-ой-ой, ну тут поработал просто на опыте. Здесь еще раз по чину прилетает и все-таки достаю. И еще одна остановка, еще один нокдаун, друзья, Виктор. Ну здесь не хотел бы никто быть на его месте. Иван, конечно, здесь еще раз делает дело свое и... Пойдем в середину. Спать, не спать. Но тяжело Иван пробил корпус, так голову не пробивал, как корпус Виктору, поэтому здесь и обоснованно его отдышка. Еще раз Иван здесь спокойно начинает, здесь проявляет, я уверен, спортивное уважение к Виктору, абсолютное уважение, но при этом держит бой, контролирует и пытается все-таки его завершить досрочно ударом в печень. Ой-ой-ой, Виктор Сталь, красавчик, вот это здесь нокдаун, здесь нокдаун. Снова прилетает все-таки такой уже момент, где бой не продолжается. Ну, такая фантомная боль настигла, как по мне, Виктора. Вроде бы продержал основной момент ударов в печень, и потом все-таки склонился в этом бою. И не просто так Иван Паршиков. Ой-ой-ой! Что это за шоу-тайм от Ивана? Мы все здесь наложили больших кирпичей. Иван, что ты делаешь? Что это было? Он куда уплыл? Иван уплыл? Иван уплыл, дорогие друзья. Ой-ой-ой, вот это да. Это вы видели, что произошло сейчас, и я тоже был свидетелем. Да, тут, по-моему, все видели и что-то сначала не поняли, а потом как поняли. Иван Паршиков. Так нельзя. Так нельзя, говорит судья. Ну, здесь, конечно, кураж, здесь все, молодость берет свое. Красавчик, вопросов нет у матросов, и не может быть. Хороший заплыв, хороший бой. Иван Паршиков забирает эту встречу. Виктор Бути, спасибо за этот бой. Это действительно было хорошо. Никаких претензий, никаких вопросов. Все-таки пробил самое, так скажем, мягкое место — это печень. Все-таки туда залетаешь и все останавливается. Бывает не то, что голова может выдержать, но не печень.
бойцы здесь, бойцы готовы. Эдик против Анура. И это будет горячо, шикарно. Начали свою битву джойнтов, битву косяков. Ну и в ней не будет победителя или проигравшего, это лишь подготовка к основному, ради чего мы здесь собрались. Это бокс, это Beatboxing Championship Today. Смотрите, если будет возможно, где-то в интернете, как проходили первые витбоксинги, второй, третий, и вы поймете, что здесь рост, здесь действительно прогрессирует во всем и бойцы, и картинка, и звук, ну и вот все полагающее для прекрасного просмотра, для хорошего, шикарного, роскошного контента. Это все есть здесь на витбоксинге, но я напомню, друзья, это происходит у нас на территории Таиланда, где все это дело, конечно, разрешено и легализовано без каких-либо проблем. Опыт есть в кулачке у Эдика, в ММА и тайском боксе. Ну вот уже профессиональный боец с дебютом на витбоксинге. Это уже у нас из Турции представитель. Поэтому будем ждать что-то интересного. Начинается 6-й бой этого вечера. Витбоксинг Championship номер 4. International Fight. Ну что же, синий угол, красный угол, пошла работа, размен пока на прямых, еще раз заходит, проваливается боец с синим, еще раз красный отрабатывает, очень неплохо, кстати, начинают, я напомню, Эрик, я напомню, Анур, Анур хорошо заходит, и Эрик сейчас тоже отвечает, уклоняется, такой бодрый размен, да давайте посмотрим внимательно, парни на короткой дистанции, просто заруба телефонной будки у нас практически случается. Хорошо на стиле боец, но это не нокдаун. Это не нокдаун, подскользнулся. Сейчас у нас Анур и Эдик неплохо разменялся. Ой, еще раз снизу, как хорошо так пошел. То ли рыба, то ли кит, то ли кто. Вот это, знаете, из-за разряда удар непонятный. Он самый вкусный, самый мощный бывает. Иной раз решает исход боя. Но не в этот раз. Опа, Эдик зашел слева-справа и здесь уже фиксирует клинч. Рефери снимает. Поехали еще раз. На очень короткой дистанции абсолютно не боятся друг друга, никаких последствий. Мы видим, готовы зарубиться с открытым забралом. Ну и давайте посмотрим. Ой-ой-ой, хорошо как накидывает сейчас Эдик. Ответочка от Анура. О, борьба пошла, друзья. Не сегодня, не сейчас. Мы напомним по правилам бокса. И у нас минимум... Эдик, вот это хорошо заходит снизу, добавляет в бороду там. Отлично, отлично, очень опасно для Анура сейчас ситуация складывается. Я напомню, что Эдик на 2 килограмма меньше весит своего оппонента. 75 килограмм у Анура, 73 у Эдика. И вот еще раз пытается накрывать. Ну, это взаимно, это размен. Здесь нет другого. У Эдика хорошо получается все-таки заходить, да, с двоечки. Очень хорошо получается с этих моментов. Сейчас еще раз мы видим, конец раунда попадает, но это конец раунда и не сильный удар, но на очках скажется серьезно. Бойцы на середину. И продолжаем. Ну что же, у нас жмут руки. И дальше продолжают эту зарубу, эту пахоту боксерскую. Молодцы, молодцы. Мы видим, да, немножко разный стиль. И вот Эдик остро очень, да, проходит еще серийно пытается продолжить. Но он тоже не из простых бойцов. Мы это сейчас тоже видим. И сможет ли он, интересно, изменить, сделать апсет, переиграть здесь Эдика? Мне кажется, тоннаж прямых таких попаданий от Эдика все-таки больше, нежели чем у Анура. Более смазанным, как по мне, и не менее эффектно, но до цели не доходит немного пока представитель Турции, но и это опять от Эдика заходит. Смотрите, через руки как хорошо залетает, и здесь у нас остановка.
Продолжаем, никаких вопросов, все обоюдно. И далее еще раз смотрим, Эдик прицеливается, бросок кобра сейчас точно будет, да, вот мы видим, здесь правая пошла, и ой, с левой хорошо, ну вообще по корпусу, кстати, не работает Эдик, тоже, кстати, такой момент, все в голову летит от обоих бойцов, и хорошо ли это или плохо, для зрителей очень даже хорошо, для нас с вами, но вот в корпус хорошо, но дальше по голове продолжил работать Эдик, а мы видели, да, что печень все-таки такая была крепкая голова, но она простреливает, нет, да, и вот сейчас не ищет этих путей Эдик, в целом он с левши, в целом прям, ну, должен быть заточен, удар под печень, но опять же, это мы со стороны, мы лишь предполагаем, бойцы располагают, что тут говорить и нечего, надо биться, надо меситься, надо здесь устроить потасовку хорошую, боксерскую, в самом лучшем спортивном смысле. И еще раз прицеливается Эдик справа, туда вовнутрь заходит, еще раз там овер, что ли, полетел, с левой, ой-ой-ой, концовка, иногда он подловил на левую, прямо упал, пришел, зажел кость, а здесь так неприятно оказалось, но это не нокдаун. Это не нокдаун. Хорошее окончание второго раунда. И готовы мы с вами к последнему, третьему раунду. Let's go! Друзья, погнали. Ну все, здесь Ануру надо выключать, Эдика по-другому никак. Эдик забирает пока бой. Опять же, нет у меня никаких записок. И за слова могу не ответить, потому что судьи, всему голова. Мы с вами предполагаем, я напомню, здесь вам может казаться другое, вы об этом и напишите. Ой-ой-ой, подскользнуться, да? А бывали такие, знаете, удары-призраки, после которых падают, но вот еще раз размениваются, пока все на ногах. Эдик еще раз попадает, неплохо чувствует все-таки. Анур немного его это останавливает, вот здесь даже потрясает чуть-чуть. И дальше, слушайте, Анур тоже стальной, тоже железо. Посмотрите, ой-ой-ой, как впрыгивает обратно в Эдика на встречный курс, просто туда еще не закончил сувать Эдика, он уже полетел. Анур молодец, действительно делает шоу, вопросов не имеется. Ну и Эдику надо быть тоже аккуратнее, потому что я вижу такие пролеты от Анура, что иной раз и попадет от и ай-яй-яй, и бо-бо будет. Но нет, здесь пока что Эдик пока держит ситуацию, вопросов не возникает у него. Тяжелый, ой-ой-ой, развернулся на бэкфист, но не нанес его не по правилам это нашей сегодняшней организации. Вот еще раз хорошо подсечь пытался. И еще раз заходит, уклоняется, но Эдик догоняет. Смотрите, как работает. Хороший боец. Вот Эдик сегодня действительно показывает. Причем я могу сказать, Анур это и непростой. Посмотрите, он тоже из теста такого серьезного. Вот сейчас все-таки поднимается после нокдауна, но при этом еще раз отдаем должное Ануру. Эдик абсолютно непростой, выскочил сюда, сказал, вместе только что курили, а тут такие подачи начались. Ну, вот, нормально же все было, подумал Анур, хорошо же общались, а Эдик прямо вот так вот напал в подворотне на Анура, и Ануру приходится отбиваться, но еще раз замечу, этот бой подошел к концу, при этом Анур очень респектабельно смотрелся. Так, ну что, уважаемые зрители, бойцы на середине, ждем решения. Ну вот, друзья, вот он, победитель. Красавцы, хороший бой, действительно, максимальный респект. Молодцы, здорово. Еще раз, зал тоже шумит хорошо, публика реагирует на бой этих бойцов. Молодцы, действительно, хороший, отличный, шикарный бой, нисколько не стыдный с обеих сторон, вопросов не возникает. Молодцы мужчины здесь.
встречи. 7-я пара мощнейшая. Мощнейшая во всех смыслах. Вес, рост, размер ноги. Ва, и сейчас что будет? Итак, у нас 7-я пара Гриша, а.к.а. Тисаку. 100 килограмм, второй бой, первая победа, опытный куритель и боец, мастер спорта по греко-римской борьбе. База, мастер, пара из Коктебеля, Крым. Он работает с телом, жиром. Ха-ха, шучу, жаром и тишиной в бане. Он видит больше, чем просто пот и пар. Он видит душу человека. Вот что у нас за боец сейчас. И его оппонент, это Салават, а.к.а. Bad DJ, Узбекистан, 20 килограмм веса. Вот это разница, 183 сантиметра роста. Опыт в боксе, что за машина? Я, пожалуй, буду говорить самое лучшее про этих бойцов, иначе придется переехать с района. Первый раз в жизни человек будет. Итак, ребята, Гриша и Салават. Тисак против Best DJ. Что сейчас будет? Будет рубка, будет замес, будет Крошилова, окрошка, солянка боксерская. Здесь мы этого хотим. Будет это супер тяжелый вес, это heavy men's, это просто уничтожители травы и выбивание дури из оппонентов. Смотрим, вот он, хорош, Салават. Но большие люди, они всегда с большой улыбкой, с большим сердцем. И это видим мы с вами. Гриша справа, Салават слева, Тисак, Best DJ. Поехали, и Салават начинает нагнетать слева, справа, слева, справа. Оу, Гриша попадает под эту мельницу. Это опасно. Еще раз Салават пошел забивать, почувствовал кровь Гриши, но она пока внутри, наружу не пустил. Забивает Гришу, Гриша, Тисак. Надо что-то делать, обязательно Тисаку, но пока Bad DJ реально играет плохую музыку для Тисака. И здесь слева, справа большой тоннаж, много в защиту, но судья наготове остановить бой. И Гриша врывается, подождал, пока выскажет свое мнение Bad DJ. И снова Салават. Снова Салават здесь встречает удар от Тисака. Да, конечно. Еще раз в корпус, но здесь непроходимый корпус. Еще немного в голову подправил Тисак и Bad DJ. Узбекистан. Здесь главное не выдохнуться. Здесь главное не выдохнуться. Очень тяжелый вес. Еще раз, 20 килограмм разница между этими гигантами. И Гриша здесь не ведется на этот злостный взгляд Bad DJ. Он готов рубиться и входит, заходит. Еще надо немного подумать, что думать не надо. И пойти. Да, Тисак. Туда двигается. И Bad DJ его встречает просто как эти... непоколебимые воины. Просто посмотрите на его лицо. Оно не моргает, даже оно просто смотрит в удар. Даже когда он приходит, он никак не заставляет его веки двигаться. Он готов. И это Bad DJ Узбекистан. Ну и Тисак у нас находит. Это у нас пармастер. Сейчас надо пропарить. Это, может быть, был разогрев. Ему надо было разогреться. И пока мы видим, Салават неплохо разогревал. Карлос, а.к.а. Тисак, и он же Гриша. Ой-ой-ой. Еще одна плюшка, прям хорошая, прям такая наваристая, московская залетела. И еще раз смотрим остановку этого раунда. И, наверное, было бы пора парням дать действительно передохнуть для того, чтобы... Вы в этом бое можно подойти не только Ну все готовы. Это тяжелый вес. Здесь одного хорошего удара будет достаточно на двоих, поэтому мы смотрим. Еще раз. Ой, Гриша зашел. Тисак, молодец, монстр. Best DJ не останавливается. Рубка, колотуха, мокруха пошла по рингу. Посмотрите, какое настроение. Откидывает аж немного Best DJ, но он еще агрессивнее только делает вид, потому что он действительно злой и не смог вырубить сейчас Карлоса. А.к.а. Тисак, Гриша, не вырубим пока что. Ой, как попадает, и это нокдаун! Ребята, что происходит? Тисак просто покосал сейчас Салавата. Узбекистан. Друзья, поддержите своего бойца обязательно. Поддержите этого мощного парня. Все, на этом бой завершен. Досрочная победа на
нокаутом. Технический мат господина Тисака. Он же Карлос, он же Гриша, он же Пармастер, он же боец кайфа, он же взрос под руководством Виталия Шария. Сын воина. Красавчик. Ну что же, поздравляем. И еще раз Тисак у нас побеждает. Здесь победу красный угол. Карлос, Украина здесь побеждает в этом бою. И, конечно, низкий поклон, большой респект и уважение мы отдаем Bad DJ не только за его прекраснейший никнейм, но и за его мощь, за его желание биться здесь, за его харизму. Красавчик. Bad DJ, друзья, из Узбекистана хороший. И я жду следующего боя. Я думаю, что все будет намного интереснее для него складываться, поскольку, еще раз напомню, что это дебют, и он прилетел с Узбекистана, чтобы биться в этой лиге, где еще не проходил, да, не знал, на что он все-таки подписывается. Все-таки одно дело смотреть и представлять, как это будет, другое дело выйти против Тисака в ринг, и вот еще и под смоком. Это было опасно, и это сделал бы DJ. Чарли Дека, прозвище The Bull, у нас с вами против господина Озана Падмана. Ну что же, вот у нас представители из Турции, Озан здесь из Турции также решил зарубиться. Чарли на стиле, Чарли. Сигара в перемешку с джойнтом, да, по-моему, все подряд пошло. Красавчик, он решил по полной накачать себя смоком и хорошим настроением. Видно, поднимает и публике это настроение. Хороший флекс от Зепула. И не иначе, бычара из США сегодня с нами. Посмотрите, это видно. Тоже наш гэнгстер, наш пацан. Может, тоже готовы face-to-face, мы заряжены, мы опасны, время шутки тоже есть, но вот здесь и готовы. Погнали, let's go, let's do it again. И это последний бой, это главный бой вечера. И дозаряжаемся, пристегните ремни, заведите свои двигатели, запустите моторы и давайте взлетать. Здесь Озан Падман и The Bull, Чарли Дека. Дойдет ли он до конца всю дистанцию или все-таки досрочно завершит кто-то из бойцов? Ну, очень подозрительная спокойность все-таки у бойца из Турции. Посмотрите, да, максимально. Если у нас импозантный мужчина The Bull, да, зашел, такой красавчик, действительно на стиле, на хорошем стиле, и скромный боец из Турции, да, вот тоже это всегда интересно. Let's go. Команда дана. Ну вот, первый раунд, поехали. Здесь пока что начинает у нас Чарли наступать. Вот так улыбкой отвечает, но хватает сейчас на сближении боец из Турции и следом начинает добивать. А нет, посмотрите, да он для нас все оставил на ринге. Совсем не скромно сейчас задевает своего оппонента, но при этом, да, здесь говорит, хоккейный клинч у нас запрещен, парни, а мы говорили о нем, да, чтобы посмотреть, и зарубились парни. Так, ну нет, нельзя, ой-ой-ой, опасно, слушайте, ну здесь Озан максимально опасен, и The Bull тоже мы видим вперед, только газ палас, но очень открыто это действует. Мне кажется, Озан может подловить неплохо здесь. Ну, опять же, я не знаю бойцовского IQ ни того, ни другого. Будем по факту с вами, да, спортивное ориентирование в лесу устраивать. Я не видел ни одного боя из ребят. Заходит хорошо, там с левой, да, мне кажется, еще так хорошо настигнул
Бул своего оппонента. Азан здесь уже в углу. Зебул. О, хорошо, как в другой угол перемещает. Но у нас Ирин, да, не большого формата, но тем не менее эффектно зажимает сейчас Зебул и начинает работать по корпусу здесь сверху на этаже. Отдача-то какая от Азана. Сейчас просто зашатканил его. Неплохо, но опасно для Зебула ситуация. Азан отвечает и очень мощно, очень плотный сейчас клинч мы наблюдаем, разнимает постоянно, как-то с секундантами переглядывается Азан, не пойму я, довольны им или нет, но Зебул вообще все равно на эти все движения, и он готов просто вторым номером из-под пресса выбираться с ударами, нападать с ударами, не в зависимости от ответа. Неплохо Зебул еще раз прочесывает немного Азана, но все пока по защите. Еще раз напомню, что по этажам тоже поработал Зебул. У нас пока раунд такой опасный. Schoolhouse, look at me now. I'm a beast from the dropout, y'all. Parents in my mouth now, pop out, pull up on your block, and better get shot down, y'all. Cartier sound when the lights out, he don't wanna smoke, pussy nigga, bring the pipe down, huh? Get it, man, bitch, you wanna fight now, hit her from the back with my Glock and a nightgown. You know how they go, ain't got shit for a bitch, I got shit for a hoe. Останавливаются игроки наши, бойцы. Ну что же, 16 унций с той с другой стороны. Ой, как с прямого. Ой, опасно, конечно. Азан отвечает, но Зебул добивает серийный маньяк, посмотрите. И нет, и Азан такой же встретились два друга по стилю. Отличная рубка, посмотрите, заходят сейчас руками с ногами, с шапкой, с пуховиком туда, пытаются друг друга накидать по максимуму. Молодцы, это действительно хорошо, держит напряжение. Еще раз был проверяет, ответка летит. Всегда все дома, в домофон звонит, а там отвечает. Всегда мама дома, посмотрите. Азан красавчик, а вторым номером работает и, еще раз говорю, подлавливает. То есть уже привык к Зебулу. Ну, Чарли тоже вкладывается в удары. Ну, вот в этой размене, посмотрите, напекал боковых, прямого, туда, все в калитку, все в этот магазин зашло к Зебулу. Опасно. Еще раз, здесь непонятно, кто по очкам, кто как ведет, и уже и непонятно, как... Кто эффектнее здесь, ответочки вторым номером от Азана неподвижного или все-таки прессующего, прессингующего, атакующего Була. Вам решать, но конечное итоговое решение засудим, если мы дойдем до этого. Ну и вот смотрите, Зебул, надо по корпусу, хотелось бы, да, видеть все-таки и работу по корпусу, но здесь бойцы настроены на досрочное решение, на панч хороший. Ну, нету проходных, просто посмотрите размен. Это мы любим, жаркая банька-парилка здесь вообще. Еще раз говорит, давай повторим. Бул здесь обращается к Азану, постоянно с кулачными вопросами, то слева, то справа прилетает. Но Азан держится достаточно прекрасно. Опять же, для той ситуации он и в углу. Вот здесь еще раз начинает уже Бул по корпусу, показывает Азан, что по затылку не отрицает Зебул, но здесь в борьбе, здесь еще раз. Вот он, я недооценил, да, скромность за пределами ринга осталась у Азана. Like a motherfucking stranger. I say bird, bitch, ice cold, diamond grills, all gold, quick bag, all sold, pussy niggas all phone. Attitude to На старт, внимание, марш! Именно дистанцию, именно там на ногах движение, то, наверное, и ринг был бы больше. Здесь все настроено на быстрое сближение и хороший удар. Ой-ой-ой, отвлекается Азана. Бул нападает на него, как настоящая бычара. Просто красавчик. И вот здесь сейчас затягивает клинч. Азан не хочет на ближней дистанции биться. Еще раз рефери разводится и пока попадает, но в плечо как-то. Ух ты, слева хорошо здесь по Чарли прилетает. Но вот смотрите, так может и рубануть, конечно. Азан уж очень у него боковые прям такие серьезные. Ой, здесь, по-моему, апер прошел слева, Бул добил. И все равно Азан под этим, смотрите, как отвечает молниеносно. Машина, действительно. Слушайте, вот так вот в магазине с ним бы я не хотел поссориться из-за пива. Просто не хотел бы. Опасно очень. Ну и вот еще раз здесь Зебул
Ребул первым номером работает. То есть он не сбавляет темпа, несмотря на количество выпущенных ударов, на количество принятых ударов от Азана. Он еще раз Азан очень мощный. Просто посмотрите, какой монстр хочет накрыть с удара, но Бул просто зверина, красавчик, мужик никак не падает, ни под каким ударом, но попал же не раз Азан из этого положения. Ну и Бул тоже напрягает своими ударами, и видно, он тоже сложен-то неплохо, и неприятные у него удары. О, как снизу сейчас потянуло. И это не дымком, это хорошим ударом от Азана. Он здесь справляется. Бул еще раз, ну прям такой уже глуховатая, давайте назовем так, оборона пошла. И вот тут неприятные все равно такие массированные удары. Азан снова получает, разоружает, так скажем. Ждет, пока отстреляет обойму оппонент, и чтобы свою зарядить, в принципе, почему бы и нет, у него это получается. И вот здесь прямо, да, битва в телефонной будке снова. Пошли, поехали, да, делайте красиво, только вперед, только газ, только палас. Ну что же, закончен этот бой мощный, финальный. Я напомню, здесь Ребул USA 85 килограмм, Азан 85 килограмм, представитель Турции. Quick bag, all so pussy niggas all phone. My attitude at the tic tac. I pull this wig back, swiping no swiping the fox trap. Damn, I need all that. See me and stuff for the solve that. Watch how my bitches resolve that. Fly as hell, bitch, what you call that? Take shawty fall back, I can dissolve that. My energy wide, I got stamina. Can't trust no nigga with money that camera blow. These niggas really ain't man enough. Abracadabra, I see what's up. Caught that bitch cheating, you peeping her. Better think twice about keeping her. Bitches got options, that nigga been fucking her. Азан, дамы и господа, именно он побеждает в этом непростом бою. Вот так вот, а говорить за базар ответишь, нет, не отвечу, перееду в другой район, друзья. Я думал, но и я вас предупредил, что мои думки это личные какие-то мои процессы головного мозга, но здесь, посмотрите, как все-таки равный бой, и Азан в нем выигрывает, ну вот так вот, не знаю, спорно ли для зрителей, для меня нет, я полностью на стороне судей, они смотрят, они внимательны, они профессионалы, они решают исход боя. Ну здесь, не знаю, здесь бы и ничья прям зашла бы, ну. Это зрительский бой, это просто экспромт, это не запланированная акция, это просто парни с района. Как он это делает, просто кальян мастер какой-то сегодня у нас в эфире. И наш представитель синего, а возможно нет угла тоже, этот джойнт просто высасывает как душу из своих оппонентов. Просто что это за бойцы? Шоу-тайм от красного угла, вот то. Мы же вам говорили про стиль, про это все, и это работает. Ну что, у нас face-to-face, друзья, посмотрим, здесь действительно будет заруба. И, возможно, такая топовая заруба, потому что никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Вот они, бойцы из народа. Народные бойцы, давайте будем так говорить. Сегодня здесь в ринге 9-м боем заскакивают. Так, первым в ринг приглашается Яков. Красный угол ринга, поддержите его! И в синий угол ринга приглашается Зига. Поддержите бойца. Вот так вот. Ну что, еще раз напомню, парни выпрыгнули из толпы по битве. Здесь и сейчас выглядят, конечно, максимально атлетичными. И та, и другая сторона. В одной стороне виден опыт, в другой стороне видна сила и мощь. Но вот в какой стороне вы сами решайте, а пока мы ждем начала. Ну что, давайте по рукам и погнали, да готовы все. И рефери приглашает всех на середину. И бакс, дамы и господа, поехали! Люди из народа, синий угол, красный угол, пошла Рубилова. Ну вот здесь начинает шеба у нас. Оу! О май гад! Вау,
О, серьезный момент. Первый удар. Это был второй удар. И нокдаун словил. Как-то тут неплохо сейчас синий угол попал. Ну, такое бывает. Ничего страшного, он очень уверенный. Но я напомню, уверенность и самоуверенность разделяют тонкая граница. Будет ли она здесь сейчас нарушена или все-таки по синим углу проведет до конца этот бой уверенно? Или все-таки красный угол? Посмотрите, тоже настигает неплохо защиты. Бам! Падает! Красный угол не выдержит этого удара. Здесь просто добивает невидимыми стрелами, вколачивает своего оппонента синий угол. Мы его ждем на Витбоксинг 5. Это заявка на продолжение. Мы поняли, что он запрыгивает таким образом в карт. Именно такой отбор теперь у нас, наверное, и будет на Витбоксинге. Прямо с эвента. Следующие пары будут формироваться в карде. Ну что, отличная работа бойца из синего угла. Здесь он опустошил своего оппонента. Ну, что мы можем сказать. Пока так, пока в сухую разбил, но это не говорит плохо о бойце из красного угла. Это говорит наоборот о его духе, о его решительности. После первой плюхи поднялся хорошо, стал дальше. Ну что ж, бывает и проигрывают мужчины, ничего в этом страшного нет. И я напомню, что он выскочил просто без каких-либо прелюдий, без предупреждений. Просто кто из вас, и вот он один из немногих, а возможно всего лишь один из двух вызвался на этот бой, поэтому респект и уважение красному углу. Ну а синий угол поздравляем с победой. Этот мужчина затащил, красавчик, вышел уверенно, сделал шоу, ушел, дошел до дома, отметил победу. Отличная работа. Ну а здесь у нас еще раз напомню, красный угол, мы его тоже всячески поддерживаем за то, что выпрыгнул, за то, что стал частью нашего шоу, нашего ивента. Пацаны, поможете ему уйти с ринга, пусть сядет, посидит там где-нибудь. И наших дорогих спонсоров. Ну что, дорогие друзья, да, это вот последние слова организатора этого мероприятия. Михаил Дич, лучшие наколки у Дича, его девиз и кредо последний, поэтому да, здесь он провел этот ивент. Спасибо ему за это, и я хочу опять же отдельно поблагодарить тех, кого уже благодарили с ринга, но также в прямом эфире. У нас главный спонсор Black Market из Паттайи с самого начала с нами в обойме. Наш мощный партнер по свету, звук музыки, уёбки продакшн. Ну, добавлять уже не нужно, на ринге вы слышали, как мы благодарим ребят из Уютки Продакшн. С первого турнира Терп Сомельер Фэмили с нами, им большой респект. Френдли Фарм уже третий турнир подряд с нами. Папа Плаза второй раз с нами здесь. И новые партнеры Гриндом и Чилиум. Добро пожаловать. Ну и огромная благодарность площадке Кайф, благодаря которой мы можем делать мероприятия на таком высоком уровне. Вы также можете прийти и ощутить лично комфорт и кайф